Привет, мои дорогие. Не ожидал сам, но все-таки еще одно видео по терновому трону и точно последнее. Выпускаю в связи со своей ошибкой в позапрошлом видео. Там я пытался детально объяснить, как именно поставить рекорд по очкам, но, посоветовавшись со своими знакомыми и прочитав ваши комментарии, я сделал вывод, что информация предоставлена в не самом понятном виде. Ничего страшного, сейчас исправлюсь. Разберу детально и поэтапно все аспекты для достижения рекордных очков. Первоначально нужно перезапускать игру до тех пор, пока первым скиллом не выпадет стан Венги, и сундуки должны появиться близко. В моем случае второй сундук появился очень далеко, в идеале нужно искать более близкое появление. В первом сундуке обязательно нужно брать дополнительные снаряды, во втором акторин или снаряды. За 5 первых предметов у вас должны быть снаряды второго уровня и акторин третьего уровня. При получении третьего уровня нужно прокачать трек, чайник или лужу, в зависимости от того, что предложил вам рандом. Идеальная ситуация — это если у вас на пятом уровне прокачаны стан Венги, трек БХ, чайник Лича и лужа бабки. После прокачки 4 основных скиллов единицу нужно максить стан Венги. В редких случаях можно прокачать трек БХ, но от этого итоговый счет будет меньше. Важная информация по поводу перемещения по карте. Обязательно нужно находиться в нижних коридорах. Именно там максимально полезно лутается опыт и наносится урон по крипам. Если вначале вам выпали два сундука в одной стороне карты, то скорее всего босс появится в противоположной стороне. Поэтому, подобрав сундуки, нужно двигаться на противоположную сторону. Если у вас на третьей минуте не набралось хотя бы 150 тысяч очков, смело перезапускайте. На шестой минуте должно быть 500 тысяч и на девятой 900. После полной прокачки стана Венги нужно прокачивать трек БХ. Его нужно прокачать до 8 уровня. Потом полная прокачка чайника Лича и дальше лужу бабки. С первого босса берем Агоним на трек. Это позволит быстро собрать полезные предметы. Дальше по предметам идут филактерия и кая. В идеале за 6 предметов после снарядов и акторина апнуть именно их. Первостепенно из филактерии нужно апнуть ханду. Потом из кая сделать резубец. После этого останется 2 слота. Из всего пула предметов самыми полезными будут радиус подбора предметов и Бладстон на увеличение радиуса способностей. В моем случае первый босс появился справа, поэтому мне выгодно переместиться в левый коридор, чтобы максимально быстро добраться до второго босса и убить его. Второй Агоним на чайник Лича. Во время появления линии банш нужно двигаться по их направлению, чтобы была возможность убить их как можно больше. Если на карте много магнитов, не стесняйтесь поднимать их, поскольку ваша прокачка уровня в моменте играет очень большую роль. В девятой минуте выходим из коридора и двигаемся в сторону появления третьего босса. Агонимом с него нужно улучшить стан Венги.
Рассказы про то, что Аганим не работает, неправда. Путем многих тестов могу сказать точно, что это самый профитный вариант из оставшихся, и он точно рабочий. До 12 минуты двигаемся по коридорам, и только после нужно выйти на открытое пространство, чтобы просто-напросто не умереть. В этой ситуации я случайно подобрал магнит и не смог найти новый под конец. В идеале сохранить один магнит и подобрать его на 12.45 или 12.50. Для получения максимального профита очков с финального босса нужно двигаться по стенке в сторону урн сверху. Старайтесь находиться далеко от босса, чтобы максимально продлить время схватки. Босс кастует призыв юнитов, именно с них можно долутать очки за счет РКБХ. Если все сделано правильно, получить меньше 1,5 миллиона очков нереально. Но если вам еще идеально повезло на поочередное выпадение скиллов и предметов, то я не удивлюсь, если вы смогли набрать 1 900 000 очков или больше. Старался максимально подробно объяснить, как именно поставить рекорд и удивить друзей. Надеюсь, у вас это получится. Спасибо за просмотр и удачи!